Здравствуйте, мои хорошие. Ну что, посмотрим сегодня восьмидесятников. Посмотрим людей, которые родились у нас в 80-е годы. Что тут у них интересного будет. Я сейчас немножко расскажу, как я их вижу. То есть это люди тоже непростые достаточно. Там очень интересные появляются такие персоны, вы не представляете даже. Но, скажем так, восьмидесятники пришли для того, чтобы отработать карму, да, и в основном это идет мужской род, то есть достаточно такой серьезный. У них есть стержень, они проходят достаточно много испытаний, то есть их такое ощущение, как будто все время, знаете, они не успеют там повернуться, их уже по головке стучат им. Вот, плюс 80-е годы приходят еще люди, которые в родовые, прежде всего, и у них были настоящие колдуны, понимаете, настоящие обрядники, такие сильные достаточно. И вот этот дар, он передается, то есть именно людям, которые 80-е годы. Что еще они? Вот сколько я смотрела, что женщин, что мужчин, то есть слабых практически нет. То есть в основном это очень сильные натуры и действительно проходящие очень много, то есть очень много. Так, ну и теперь давайте немножко по очереди. То есть начнем мы с 80-го года, начнем мы с оракула и потом руны будем добавлять. Итак, 80-й год. Какую вам тут, что о вас скажут, скажем так, что скажет оракул о вас? Так, смотрите, люди, которые стоят достаточно часто, как я уже сказала, на коленях, да, но это не просто, то есть это карты, которые, они самоизлечиваются постоянно. То есть они встают на ноги, двигаются дальше, что бы ни происходило в их жизни. Вот, то есть поэтому здесь я уже говорила, что 80-е годы непростые. Что нам по этому поводу руны скажут? Так, люди знаний. Опять же, 80-й год. Люди знаний. То есть люди, которые могут проходить очень много. Опять здесь очень... Вот все время стоит сила, 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 понимаете? Люди, которые ставят себе определенные цели и идут к ним вот напролом. Вот это еще. То есть иногда им приходится находиться в таком состоянии, знаете, то есть их все время подводят граница определенная, то есть граница, которая разрушать может. То есть им нужно прям чувствовать каждый шажочек. Понимаете, то есть все, что у них происходит в жизни, взвешивать тоже, обдумывать постоянно, понимаете, делать осторожные шаги, чтобы лишний раз не попасть в хаос и не попасть именно на то, что им по голове будут стучать. Так, дальше, 81 год. Так, это тоже сильные. Посмотрите, какие сильные карты выпадают. То есть сила души. Понимаете, то есть карта называется сила души. То есть это тоже 81 год. Да? То есть есть у них энергия, есть у них движение. Они также, вот этот стержень есть основной. То есть и они чувствуют очень тонко, очень сильно, вернее, тонкий план чувствуют. Руны. Так, вот вокруг их жизни всегда происходит какая-то тайна. Но в основном это тайна кармическая. То есть эта тайна, они вот всегда находятся в поиске. То есть раскрыть себя полноценно. Раскрыть там родовые какие-то тайны свои. Понимаете, вот эти вещи. Довольно сложно бывает им с партнерами. Тут еще это говорят. То есть здесь на это надо всегда обращать внимание. То есть потому что по их силе они могут, не хотя того, давить других. То есть по своей энергетике вот этой сильной достаточно. Ну и опять же говорю о том, что это люди, которые вот пришли не просто так, то есть они пришли с определенной задачей, это исправить какие-то проблемы в их роду, в мужском роду. 82 год. 82 год, это уже открытие подсознания, притом, знаете, я бы сказала, так насильное открытие подсознания. Ну, немножко грубо, может быть, это звучит, но это когда, понимаете, они добиваются своего. То есть в основном это тоже люди идут, которые связаны с высшими силами. Вот тут вот такой вот прям вот сильный какой-то рывок идет. Притом они стараются всегда положительно нести. То есть среди них очень мало людей, которые уходят там, ну, в чернуху, да, то есть какое-то негативное. То есть это люди, которые вот слушают себя, внутреннее свое я.
Да, они движения, то есть смотрите, у них постоянно происходит движение, они идут по какому-то циклу. И вот им надо постараться как раз вырваться из этого круга, то есть из этого цикла. Это одно, потому что если они не будут применять движение, то есть они не будут насильно двигаться, то есть тогда у них будет постоянная заморозка, то есть вообще тогда полный вот ноль в жизни, то есть ничего не будет получаться, они будут все время на одном месте стоять. И еще им надо постоянно эволюционировать, то есть развиваться, то есть это очень важно для них. Следующий год, 83-й, смотрим их. Так, 83-й. Здесь уже идет немножко другое. То есть здесь идет тоже сила, притом довольно такая мощная, но уже она подкована не просто вот идешь на то, что подсознание свое слушает или что-то. Нет. Здесь уже идет такое, что знания приходят, знания, то есть они очень легко вскрываются. То есть нужно только постараться. То есть знания, которые, опять же, родовые, потому что я уже говорила, что 80-ники это у нас родовые в основном идут. И руны. Так, вот у них как раз может быть сумбурная жизнь, достаточно хаотичная, но при том у нее такой хаос интересный, как спокойный хаос. То есть они как бы живут в нем, да, и не замечают особо этого. Довольно часто они могут себя чувствовать одинокими. Вот здесь как раз вам нужно постараться выходить в контакт, входить в контакт. Вот, потому что вообще это люди ума, да, 83-й год это люди ума. Поэтому им нужно стараться как можно показывать больше знаний своих обязательно. То есть и не бояться натолкнуться на неосведомленность людей, то есть на какие-то там вещи, что люди что-то не знают. То есть, а вот не бояться показаться умными. То есть им наоборот вот этот ум надо все время открывать. Так, 84-й год. 84-й. То есть эти идут у нас на прополую в основном всегда. То есть это мут по-немецки называется. То есть это у нас не боятся ничего, то есть у них отсутствует страх как таковой, то есть могут, конечно, отворить дел за счет этого, но еще это люди должны быть в основном денежные, то есть это люди, которые стремятся к каким-то вот, к чему-то добыть, раскрыть и так далее, то есть в основном они должны быть денежными, то есть это также одна из задач их. Смотрим еще. Да, то есть это, которые ведут у нас за собой людей, то есть это люди, которые окружают, то есть вот именно окружают себя какими-то друзьями, знакомыми, то есть они должны в этом всегда крутиться. То есть поэтому им надо постараться как раз в это уходить, они должны в этом быть, тогда у них все будет получаться. То есть опять же, они идут как первопроходцы, то есть за ними все остальные. Не боятся свои идеи высказывать, вот это очень важно. 85-й год. Так, 85-й. Вот здесь вот сочетание идет двух, вот здесь вот смотрите, так как у нас 80-ники отрабатывают мужской род, да, то есть, ну, 85-й он может отрабатывать два рода, то есть и мужской, и женский, то есть, в принципе, им сложнее всего, но им дается сила. Вот здесь вот та сила, которая поможет им пройти испытание, то есть, и обязательно всегда должна быть поддержка. Если вам кто-то дает поддержку, пожалуйста, не отказывайтесь от нее. То есть, если кто-то пытается вам помощь дать. Так. Так, теперь смотрите, у этих людей достаточно часто бывают у нас вот безденежье, да, какая-то бедность такая, но не только еще вот финансовая, но еще и внутренняя. Вот им надо постараться как раз вот это разрушить, то есть вот зарабатывать постоянно, куда-то стремиться, то есть, потому что они не обделены талантом. Вот 85-й год, они достаточно талантливые люди. То есть они могут там и петь, и в спорте, где угодно, лишь бы вот это все раскрыть. Так, 86-й год. Так, 86-й год. Сложноватый год, когда я его смотрю. То есть он сложноватый тем, что люди не всегда могут совладать с тем, что у них внутри, то есть с этой силой. То есть она идет, опять же, здесь вот, извиняюсь, что все время повторяюсь, то есть родовая сила это одно, да, но еще и знаниям надо все время научиться вот принимать тоже знания, то есть все время чему-то обучаться. В основном это как раз оккультные науки. Но у этих людей очень хорошо, они трудолюбивые. Они такие трудяги, то есть они пахари, они трудяги, то есть там возможно, что даже безденежье, да, как говорится, но работать они будут всегда. То есть вот это вот у них идет такое, что им нужно это. Руны.
Достаточно часто из-за своей простоты, у них еще и простота есть такая, да, достаточно часто они разочаровываются в людях. То есть они могут выбирать там не тех друзей, не тех знакомых, то есть людей, которые могут их там обмануть где-то. То есть, но все равно стараются верить, все равно идти дальше. Вот смотрите, вот их задача как раз, да, спокойно себя также продолжать спокойно себя вести, потому что у них судьба немножко уже, я бы сказала, прописанная, да, то есть здесь не полностью, но все-таки прописанная. Они как бы вот по своей реке жизни все время текут. И здесь еще надо желательно, то есть, реализовывать свою мечту, реализовывать свои какие-то фантазии. То есть какие бы они ни были, то есть постараться это реализовать. 87-й год. Так, 87-й. Тут уже идет у нас такие вибрации довольно интересные. То есть они идут уже больше на подъем, потому что восьмерка для меня сама по себе, она такая мощная, но тут еще и вытягивает людей за счет вот этой вот, скажем, вот это, то, что 87-й год, да, то есть воздушный, духовный, то есть она вытягивает. И, кстати, у них очень хорошая энергетика, они притягивают к себе людей. То есть она, как сексуальная вот энергетика, да, очень хорошо притягивает. Так что вот это вот надо развивать, вот в этом надо двигаться все время. Так. И да, то есть эти люди являются у нас так называемым факелом, так называемым огнем. То есть они, с одной стороны, это хорошо, то есть если они креативные, они могут реализовывать все, что захотят. То есть вот тут раскрытие такое идет полноценное. А с другой стороны, для кого-то это может быть и плохо, потому что они в этот момент могут еще и сжигать. То есть сжигать мосты и сказать, все, я больше не могу. То есть у них это есть такое. И им, что им надо делать, то есть избегать как можно больше конфликтов, то есть вообще избегать их. То есть там по-спокойному все разрешать. То есть не лезть ни в какие конфликты, потому что это будет иметь всегда последствия. Это одно, следующее, они могут так что ходить все время, возвращаться на нулевую точку отсчета, то есть по кругу все время ходить. Так, и 89-й год. Только хотела про него немножко рассказать, еще интересное. Смотрите, 89-й год, то есть это сильные опять, 80-ники сильные, извините. То есть это у нас те люди, которые достигать могут успехов огромнейших. Так, это 89-й, да, сказала? Надо... Это 88-й, я очень извиняюсь. Это 88-й год, потому что думаю об одном годе, да, говорю другое. 88-й год. Смотрите, люди, которые достигают очень больших успехов, тем, что у них энергетика такая, знаете, вот она властная. То есть это люди, которые могут вообще огромных успехов достигать. То есть они могут там в политику уходить полноценно, они могут в спорт уходить, куда угодно. То есть из-за ними идет успех. Но другая проблема, что вот эти вот 88-й год как раз, он, знаете, вот так вот, то есть он заставляет еще и на какие-то низменные основы уходить, то есть на земные, он их заземляет постоянно. То есть он не дает возможности полноценно прям раскрыться. То есть вот их как раз задача это раскрытие. Сейчас, одну секунду, еще руны. 88-м, еще раз повторюсь, извините, потому что думала о нем как раз, а говорю другое. Так, вот, смотрите, опять же, из-за того, что у них вот такие вот, опять вот эта сила есть, да, то есть они очень часто себя тоже в одиночестве чувствуют. То есть здесь люди могут не переносить вот этой силы. То есть, ну, вы знаете, люди все равно бывают слабые достаточно, то есть поэтому им надо себе подобных всегда находить. Еще, то есть им обязательно нужно побороться, если они вот игноранс такой есть у них, да, то есть эгоизм так называемый. То есть вот с этим надо постоянно бороться. Кстати, 88-й тоже рождаются такие серьезные колдуны, я бы еще сказала, понимаете? То есть здесь вот такое тоже серьезность есть. Поэтому, если в вашем кругу есть 88-й год кто-то, присмотритесь к его силе, к этому человеку. То есть помогите, может быть, где-то его направить, потому что внутри у него там может кипеть все, что угодно. Там может быть очень тяжело. Так, ну и теперь 89-й год. К нему пришли. Так, 89-й год. Вот у 89-го интересно то, что идет подсоединение к высшему сознанию уже, да, то есть уже такая серьезная подпитка, как говорится, оттуда. То есть это люди, которые стремятся, они огненные достаточно, то есть стремятся вперед, они идут вперед, то есть они могут ходить по головам, растоптать, то есть здесь вот это у них есть. Еще хочу сказать о 89-м годе, то есть это люди, как и 79-й, они вот, в принципе, в ближайшие 2 года будет такой, я бы сказала, у многих бэби-бум. То есть, потому что будут приходить интересные дети, которых надо будет обучать, где белое, где черное. То есть это как раз 89-й год.
То есть 79 и 89 год. И теперь смотрим руны для 89-го. Так, вот они всегда должны быть в партнерстве. То есть стараться всегда находить пару. То есть им тяжело одним быть. То есть вот это вот есть. То есть им нужна какая-то поддержка. Пусть это вот плечо, так называемое. То есть вот это вот должно быть всегда. И им надо больше научиться доверять. То есть я понимаю, что они слышат. То есть вот, ну, когда с ними там разговаривают, да, то есть оно свое подсознание и высшее сознание, вот это вот. Но все-таки им надо больше еще и людям доверять, научиться этому. Так, на этом все. Это у нас были 80-е годы. Следующие у нас 90-е. Увидимся с вами в следующем видео. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. До свидания, мои хорошие.